Всем привет! И вы на канале о вязании крючком, игрушек и не только Julie Woolly Toys. Я Юля, и в этом видео я научу вас связать вот такое шкодное сердечко. Я думаю, что самое время не затягивать и уже начинать готовиться ко Дню Святого Валентина. Ну и вообще такое сердечко будет уместным не только в этот праздник. Таким образом можно признаться в любви или, к примеру, сделать из этого сердечка не обычную валентинку, а, к примеру, подвеску какую-то, чтобы тот, для кого вы вяжете, мог повесить ваше сердечко и любоваться им. К примеру, можно сделать из этой игрушки подвеску в машину. Таким образом получится очень символично, как будто ваше сердце – это ангел-хранитель того, кому вы подарите эту игрушку. Вообще очень такое позитивное, веселое сердечко выходит по этой схемке. Мне уже просто порядком надоели такие симметричные сердечки, и я решила вывязать вот такое асимметричное милое сердце. Разнообразить навыки, скиллы в вязании асимметрии. Мне кажется, сердечко вышло очень милое, позитивное, шкодное, но вы можете поэкспериментировать и, допустим, поменять цвет сердечку, чтобы оно было не столь классическим, допустим, красным. Можно сделать зеленое, можно сделать ему разное выражение мордочки, разные глазки и оформить совершенно по-разному. Это универсальный подарок. Мы его готовим ко Дню Святого Валентина, но помните, что признаваться в любви можно не только в этот день, но и в любой другой, подарив частичку своего тепла и вложив кусочек своей души в новую работу. Если готовы со мной связать такого милого малыша, то давайте же посмотрим, что нам понадобится для создания этой игрушки. Для создания сердечка нам понадобится пряжа. Конечно же, в первую очередь нам понадобится красная пряжа для основы. Я, как обычно, использую Yarnart Jeans. Красный у меня это номер 90. Желтый нам понадобится для нимба, это номер 35. И обычный белый, он нам понадобится для крылышек. Инструменты это, как всегда, крючок у меня будет номер 1,5 мм. Волшебные ножнички. Счетчик ряда и маркер ряда, иголочки. А вот глазки могут быть абсолютно в разных вариантах. Главное, подберите изначально, какие вы будете устанавливать глазки вашему сердечку. Это могут быть вот такие на ножке и пластиковом креплении, но тогда их нужно вставить в моменте вязания до закрытия игрушки. Если таких глазок у вас в арсенале нет или вам неудобно так вязать, вставляя их в процессе, то можно подготовить фетр и вырезать из фетра. Нам понадобится тогда белый фетр, черный и какой-нибудь для цвета радужки. Всех нам понадобится по небольшому кусочку. Я использую даже те обрезочки, которые остаются от больших кусков. Ну и холофайбер для наполнения нашего сердца. А начинаем мы с первой части половинки сердечка. И, конечно же, это у нас 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Это будет наш первый ряд. Второй ряд и прибавка в каждый столбик предыдущего ряда, то есть 6 прибавок и 12 столбиков без накида у нас будет в конце второго ряда. Третий ряд 1 столбик, 1 прибавка. И повторяем так до конца ряда. Повторяем соответственно 6 раз, и у нас выйдет 18 столбиков без накида в третьем ряду. Четвертый ряд 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. В конце этого ряда у нас будет уже 24 столбика без накида. В пятом ряду мы должны провязать 3 столбика без накида и прибавочку, повторив соответственно, как и в предыдущих рядах, данный раппорт до конца ряда. В пятом ряду у нас должно выйти 30 столбиков без накида. А вот в шестом ряду будьте внимательны, это уже будет не классическое расширение, как вы могли бы подумать, а здесь мы вяжем
9 столбиков без накида и прибавку. Повторяем это 3 раза по кругу, чтобы вышло 33 столбика без накида в 6 ряду. В 7 ряду вяжем 10 столбиков без накида и прибавку и повторяем, как предыдущий ряд, этот раппорт 3 раза по кругу. В этом ряду у нас уже будет 36 столбиков без накида. 8 ряд мы провязываем без каких-либо прибавок и убавок, просто вяжем 36 столбиков без накида по кругу. В 9 ряду мы немножко расширяем и продолжаем вязать 11 столбиков без накида, прибавку. Повторяем это по кругу 3 раза, чтобы вышло 39 столбиков без накида в 9 ряду. На этом наше расширение этой половинки сердца закончились, и мы вяжем еще 2 ряда, то есть 10 и 11 по 39 столбиков без накида в каждом из этих рядов, без каких-либо прибавок и убавок. После того, как провязали 11 ряд, ниточку закрепляем, обрезаем, и нам она для пришивания не нужна. Первую половинку сердечка пока что откладываем. Вторая половинка сердечка вяжется по такому же принципу, но лишь с некоторыми отличиями в рядах, поэтому все же пройдемся по вязанию второй половинки, прежде чем их соединить. И начинаем первый ряд точно так же, с 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Половинки у нас все-таки асимметричные, поэтому отличия будут. Ну а пока во втором ряду мы вяжем 6 прибавок, а это значит 12 столбиков без накида во втором ряду. В третьем ряду 1 столбик, 1 прибавка, 1 столбик, 1 прибавка, продолжаем вязать так до конца ряда, пока ряд не закончится, а у нас с вами не получится 18 столбиков без накида. В четвертом ряду мы вяжем 2 столбика, прибавка, повторяем 6 раз по кругу, и в этом ряду у нас будет 24 столбика без накида в конце ряда. Пятый ряд мы начинаем с 3 столбиков без накида и прибавки. Продолжаем так повторять 6 раз по кругу. В этом ряду у нас будет с вами 30 столбиков без накида в конце ряда. В шестом ряду мы вяжем 4 столбика без накида и прибавку. Так мы вяжем по кругу до конца ряда, соответственно 6 раз повторив. В этом ряду у нас будет 36 столбиков без накида. Видите, здесь уже пошло отличие от предыдущей половинки сердца. А вот в седьмом ряду мы вяжем 11 столбиков без накида и прибавку. Повторяем так 3 раза по кругу. У нас с вами выйдет в конце этого ряда 39 столбиков без накида. Продолжаем в 8 ряду расширять наше сердечко. И мы с вами свяжем 12 столбиков без накида уже и прибавочку. Повторим это все по кругу 3 раза, чтобы в 8 ряду закончить на 42 столбиках без накида. В 9 ряду еще разок расширим и свяжем 13 столбиков без накида, прибавочка. Повторим так по кругу 3 раза, и в этом ряду у нас уже будет с вами 45 столбиков. 10 ряд мы немножечко отдыхаем и провязываем просто 45 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. В 11 ряду мы продолжаем расширение. На этот раз мы провязываем 3 раза раппорт 14 столбиков без накида с 1 прибавочкой. В этом ряду у нас должно получиться 48 столбиков без накида. 12 и 13 ряды провязываем по 48 столбиков без накида в каждом из этих рядов, без каких-либо прибавок и убавок. Когда провязали 13 ряд на второй половинке, берем первую нашу половинку сердечка. Я чаще всего складываю половинки именно той стороной, где было окончание ряда, чтобы ее спрятать. Мы должны сложить обе половинки и провязать, захватывая 2 петельки первой половинки первого нашего сердечка и захватывая
петлю нашей второй половинки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. У нас должно получиться вот так. И мы выходим на лицевую сторону, то есть вяжем уже через одну половинку, ну, к примеру, большого сердечка, петельку. В нее ставим маркер и от нее начинаем уже свой отсчет. Мы будем от нее вязать уже 15 ряд. И мы перешли к вязанию 15 ряда. Теперь очень внимательно вяжем, повторяем. Вот мы связали одну петельку. Вяжем 10 петелек, включая эту первую. 3, 4, 5, 10. Делаем убавочку. Вяжем далее 9 столбиков без накида. Убавку после 9 столбиков. Дальше вяжем 22 столбика без накида. 22. Затем снова делаем убавку. 11 столбиков без накида. Убавочка. И до конца ряда у нас должно остаться 13 столбиков без накида. 13. Всего в 15 ряду у нас должно получиться 69 столбиков без накида. Мы вот будем несколько ближайших рядов вывязывать таким образом очень внимательно по разному количеству убавочек, поскольку сердечко у нас идет асимметричное. Переставили маркер и вяжем 14 столбиков без накида сначала. 14. Убавочку. После этой убавки вяжем 27 столбиков. 27. И убавку. То есть после того количества, которое я озвучиваю, всегда идет убавочка. Затем 4 столбика и убавка. Снова повторяем 4 столбика и убавка. До конца ряда у нас останется 12 столбиков без накида. По итогам 16 ряда должно выйти 65 столбиков без накида. Переходим на 17 ряд. В нем мы вяжем 10 столбиков без накида. Убавочку. 7 столбиков без накида. Убавочку. После этого вяжем 19 столбиков подряд, после которых точно так же делаем убавку. По второй половинке сердца пошли вязать 5 столбиков, снова убавка, 5 столбиков и убавка. И провязываем оставшиеся до конца ряда. У нас должно остаться 9 столбиков без накида. Всего в 17 ряду выйдет 60 столбиков. Нам осталось еще немножко провязать таких странных асимметричных рядов. И 18 ряд мы начинаем с 9 столбиков без накида. Убавочку. Идем дальше. 7 столбиков. Сделали убавку после них.
Далее 18 подряд провязываем. После 18 столбиков следует убавка. А теперь по второй части сердечка вяжем 3 столбика, убавка, 3 столбика и убавка. И 10 столбиков без накида до конца ряда. В 18 ряду всего должно получиться 55 столбиков без накида. 19 ряд мы начинаем с 7 столбиков без накида. Делаем убавочку, 3 столбика и убавка, 4 столбика и убавка, 15 столбиков ровно провязываем. После них следует, конечно же, убавка. Теперь вяжем 3 столбика, делаем убавку и еще раз повторяем, вяжем 3 столбика и убавку. До конца ряда у нас остается 8 столбиков без накида, а всего в этом ряду должно выйти 49 столбиков. Последний ряд с такими странными убавками. Обещаю, дальше будет все полегче. А сейчас внимательно приступаем к вязанию. И 20 ряд мы снова начинаем с 7 столбиков без накида и убавочки. После этого вяжем 6 столбиков и убавку. И повторяем еще 6 столбиков с убавкой. И еще один раз 6 столбиков и убавка. Нам остается провязать 2 столбика, убавочка, еще раз 2 столбика и убавка, 6 столбиков и убавка в конце. В 20 ряду мы должны выйти на 42 столбика без накида. А начиная с 21 ряда мы идем уже по классической известной нам схеме. В этом ряду мы будем вязать 5 столбиков убавка и повторять так до конца ряда, соответственно 6 раз, чтобы в конце ряда у нас получилось 36 столбиков без накида. В 22 ряду вяжем без прибавок и убавок 36 столбиков без накида. В 23 ряду мы вяжем 4 столбика убавка, повторяем по кругу 6 раз, мы должны выйти на 30 столбиков без накида. 24 ряд мы снова вяжем без прибавок и убавок, на этот раз 30 столбиков без накида по кругу. 25 ряд вяжем 3 столбика без накида убавка, повторяем по кругу 6 раз, у нас должно выйти 24 столбика без накида. В этом ряду самое время, если у вас глазки все-таки будут вставляться и они будут на ножке и на креплении, то можно уже вставлять глазки. И после этого набивайте. Я все-таки буду делать немножко другие глазки, но набить холофайбером дело святое. Набивайте плотненько и формируйте наше сердечко. 26 ряд мы снова вяжем без прибавок и убавок, то есть 24 столбика по кругу. 27 ряд мы начинаем 2 столбика убавка, продолжаем так делать до конца ряда, то есть у нас получится 6 повторений, и в этом ряду у нас будет 18 столбиков без накида. 28 ряд без прибавок и убавок 18 столбиков без накида. Не забываем хорошенечко донабивать в процессе того, как мы сужаем отверстие. В 29 ряду мы вяжем 1 столбик, 1 убавочка и соответственно повторяем так по кругу. Повторяем мы 6 раз, чтобы получилось 12 столбиков без накида.
30 ряду провязываем уже по традиции ряд без прибавок и убавок. На этот раз мы вяжем 12 столбиков без накида. И не забываем донабивать, чтобы у нас был плотный кончик. В 31 ряду мы вяжем 6 убавочек и выходим на 6 столбиков без накида. Но это еще не последний ряд. Чтобы красиво завершить, мы делаем еще 32 ряд и начинаем его с убавки. И провязываем по кругу оставшиеся 4 столбика без накида. А дальше уже ниточку стягиваем и завершаем наше вязание. Ниточку обрезали, затянули. И чтобы было как можно аккуратнее, я еще беру иголочкой, стягиваю наш кончик, чтобы окончательно его закрыть. Я делаю узелочек и прячу ниточку в сердце. И вот такая классная асимметричная форма сердца у нас получилась. Теперь сердечко откладываем в сторону и приступаем к вязанию нимба. Нимб мы будем вязать желтой ниточкой. Можете, если вдруг у вас есть золотая, то связать золотой. И мы его будем вязать по кругу и соединять потом в кольцо. Начинаем мы с 5 воздушных петелек. Замыкаем их в кольцо. Вяжем воздушную петельку. И начинаем вязать по кругу. То есть у нас должен получиться шнурочек такой. Первый ряд 3, 4. Первый ряд самый сложный, но затем пойдет полегче. Нам тут не нужно делать каких-либо прибавок, убавок, что-то считать. Мы просто вяжем по 5 столбиков без накида. Собственно говоря, я провязала так по 5 столбиков без накида до 37 ряда. И у нас получился вот такой вот шнурочек. На этом я ниточку закрепляю. Оставляю кончик для пришивания и сшивания. Можно, в принципе, сразу его сшить и сделать уже по форме. Мы просто соединяем начало и конец и сшиваем это в такое колечко. Аккуратненько соединили, ниточку зафиксировали и оставляем еще эту нитку, не обрезаем ее. Нам она понадобится для того, чтобы пришить наш нимб к сердечку. Пока что можем отложить. Ну и предлагаю приготовить белую пряжу и связать крылышки для нашего сердца ангелочка. Крылышки мы начинаем, как обычно, вязать с 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Наш первый ряд. Со второго ряда я ставлю уже маркер, как обычно. Пока что двигаемся по классической схеме круга амигуруми и вяжем по прибавке в каждую петлю предыдущего ряда. То есть у нас во втором ряду будет 12 столбиков без накида. В третьем ряду 1 столбик, 1 прибавка. Повторяем 6 раз по кругу, чтобы получилось у нас 18 столбиков без накида в третьем ряду. В четвертом ряду мы вяжем, соответственно, 2 столбика без накида, прибавочку, 2 столбика без накида, прибавочку, повторяем до конца ряда. В четвертом ряду
у вас получится 24 столбика без накида. А в пятом ряду мы просто провязываем без каких-либо прибавок и убавок 24 столбика по кругу, то есть до конца ряда по одному столбику в каждую петлю. С шестого ряда у нас начинается интересное вязание. В первую петлю ряда мы должны с вами провязать, я ставлю маркер в первую петельку, и в эту же петлю вяжу еще 2. То есть всего в первую петельку мы провязываем 3 столбика без накида. Дальше мы вяжем подряд 11 столбиков. И доходим, как бы вы видите, до противоположного центра от того, где мы делали прибавочки. Здесь мы делаем убавку. И до конца ряда провязываем оставшиеся 10 столбиков без накида. Всего в этом ряду должно быть 25 столбиков. В седьмом ряду мы начинаем с одного столбика без накида, а вот уже во второй столбик мы должны провязать будем 3 столбика в одну петлю. Мы как бы с одной стороны все время расширять будем, а с другой сужать. В следующие петли мы вяжем 11 столбиков без каких-либо нововведений. После 11 столбиков снова убавочка. И до конца ряда оставшиеся 10 столбиков без накида. Получается, что в седьмом ряду у нас будет 26 столбиков без накида. Где-то мы убавили, где-то прибавили. Восьмой ряд мы начинаем с 2 столбиков без накида. И в центральную вот эту петелечку снова провязываем сразу же 3 столбика. После этого вяжем уже 12 столбиков без накида, одну убавочку и оставшиеся 9 столбиков без накида. В этом ряду снова у нас увеличилось всего на одну петлю, соответственно мы должны будем провязать 27 столбиков без накида. Девятый ряд мы начинаем с 3 столбиков без накида подряд, а затем 3 столбика в одну петлю. Далее по крылу мы вяжем 12 столбиков без накида подряд, убавочку в центральной части и до конца ряда снова 9 столбиков без накида. В этом ряду у нас получится всего 28 петелек в ряду. Вяжем еще ряд. Начинаем его с 4 столбиков подряд. 3, 4. Затем прибавка 3 столбика в одну петлю. По второй стороне крыла провязываем 13 столбиков без накида, одну убавочку и до конца ряда 8 столбиков без накида. В этом ряду у нас получится 29 столбиков без накида. Последний завершительный ряд мы провязываем 6 столбиков без накида. Чтобы вернуться вот к центральной, к вот этой части. И у нас ниточка рабочая шла строго на кончике крыла. И теперь складываем пополам и, захватывая обе половинки крыла, мы должны провязать 14 столбиков без накида, как бы закрывая наше крылышко. Но на этом, конечно же, мы не завершаем вязание нашего крыла. Нам еще нужно связать имитацию перышек по этому краю.
Тут нам особо уже маркер и счетчик рядов не нужен, потому что мы начинаем вязать цепочками из воздушных петелек. И первая наша будет цепочка 1, 2, 3, 4, 5. Я переворачиваю крыло, и в следующую петлю я делаю соединительный столбик. Креплю наше перышко. Следующая цепочка будет уже состоять из 7 воздушных петелек. И крепим следующую соединительным столбиком. Затем я вяжу 9 воздушных петелек, креплю в следующую петлю соединительным столбиком. И снова повторяю 9 воздушных петелек, креплю в следующую петлю. Следующие 3 перышка я провязываю по 11 воздушных петелек. Провязали 3 раза по 11, все остальные 6 раз до конца я вяжу уже по 13 петелек. Точно так же по аналогии креплю в следующую петлю началом и провязываю до конца, уже не увеличивая, уже по 13 воздушных петелек в каждой цепочке. Провязали последнюю петельку, оставляем ниточку для пришивания подлиннее, закрепляем и вяжем, конечно же, второе такое крылышко. Ну что ж, приступаем к сборке и оформлению. Благо деталек у нас не очень много, поэтому я начну с нимба. Нимб можно пришить по-разному. Здесь вы уже проявляете свое творческое начало, своей креативности все. То есть вы можете пришить его на маленькую часть сердца, на большую часть сердца. Можно вообще его приложить и пришить по вот этим вот частям, по выпуклостям сердца. То есть смотрите, как вам больше нравится. Здесь проявляйте свою фантазию и креатив. Для удобства я прикалываю иголочками, чтобы у меня нимб не ерзал. И прихватываю его буквально несколькими петельками. С крылышками та же история. Мы располагаем их так, как нам хочется. Потому что расположить их можно абсолютно по-разному. Можно прямо вот четко по центру, тогда они будут немножко торчать спереди. Можно вот так вот снизу расположить их. Можно наоборот раздвинуть, чтобы они сзади не соприкасались. И вот так вот, мне больше всего, наверное, нравится вот так. Чтобы и видны были крылышки. Вот это наша бахрома, которую мы вязали. Но теперь главное на асимметричных частях расположить их симметрично. И для этого я тоже прикалываю все булавочками. Обязательно поэкспериментируйте с расположением крылышек и посмотрите, как вам будет больше нравиться. Это такое вкусовщина уже идет. Поэтому располагайте крылышки и пришиваем их. Можно пришить только по вот этому контуру. Здесь, в принципе, не обязательно пришивать. Главное, чтобы они были прихвачены с вот этой стороны. Крылья пришиты. И мы переходим к самому интересному, на мой взгляд. Это оформление мордочки нашего сердца. Тут уже можете проявлять свой креатив, тулить свои все запасы рукодельные, которые у вас есть. Я вот, например, еще в начале видео показывала, что у меня есть вот такие глазки на мои любимые кавайные. В принципе, они бы смотрелись прикольно. Но я их уже не вставила, поэтому вставлять не буду. Буду идти по более сложному пути. Я вам говорила в начале видео, что может понадобиться совсем немножко фетра. И вот я вырезала, я там уже и с кабошонами лепила, и с какими угодно глазками лепила. Мне, в принципе, ничего не нравилось. И только вот этот вариант я вырезала из фетра. Белую основу под белок. Красным фетром, совсем чуть-чуть его понадобилось, я вырезала веко.
и просто обычная полубусина. Ну, мне так очень понравилось, поэтому я остановилась именно на этом варианте. Но вы это и так уже знаете, потому что в начале видео я уже показывала вам, как будет выглядеть сердечко, которое мы вяжем. Но я-то определяюсь с этим по мере вязания, поэтому для меня это был тотальный эксперимент. И тут я предлагаю вам оформить уже по своему вкусу. Я покажу, как я буду оформлять. Если вы хотите сделать такие же фетровые глазки, как сделала я, то маленький лайфхак. У меня когда-то спросили, как же сделать одинаковые два глаза. Я, например, всегда это делаю на глаз, но раз поступает такой запрос, то моя подсказка, как сделать идеального размера глазик. Вы изначально просто берете и рисуете на бумаге какое-нибудь лекало. Можете нарисовать разного размера, разной формы. Можно кругленькие. У меня, конечно, круг такой сейчас получится. Волохатый. Рисуете. Вырезаете эти шаблоны из бумаги. Это мы обходимся малой кровью. Прикладываете. Смотрите, какая форма вам нравится больше. Соответственно, потом прикладываете этот шаблон на нашу фетровую заготовку. Можете обвести карандашиком и вырезать две одинаковых. Вот весь лайфхак, как делать такие глазки. Ну а я погнала оформлять. Эх, мне бы такие густые ресницы. Теперь предлагаю нашему сердечку вышить носик. Симметрично между глазок. Аккуратненько делаю протяжечки на одном месте. Просто несколько раз делаю протяжки. Берем швейную ниточку. И помните, что от формы бровей напрямую зависит выражение мордочки нашей игрушки. Вышиваем ротик тоже. Смотрите, в зависимости от того, как вы расположите ниточку рта, будет зависеть выражение мордочки. Фух, а вот и вы. В общем, те, кто вяжет со мной уже не первый раз игрушки, знают, что у меня такая есть непреодолимая любовь к язычкам на игрушках. То есть я частенько леплю своим игрушечкам язык, но мне кажется, они такие шкодные получаются, сразу располагают и хочется улыбнуться при взгляде на них. Еще, как видите, я затонировала немножко, но с тонировкой главное не переборщить. Это очень такая тонкая тема. Тонируют обычно сухой пастелью, либо можно даже тенями, если есть. Так что вот такое замечательное сердечко пополнит наш плейлист. Вот здесь вот можете посмотреть. Там у меня подборка моих мастер-классов к праздникам, абсолютно разным. Сохраняйте себе этот плейлист. В течение года я думаю, что он вам пригодится. Ну а за такой полезный сердечный мастер-класс, по-моему, грех не поставить лайк. Конечно же, подписывайтесь на канал, жмакайте колокольчик и не забывайте вот сюда присылать мне в Инстаграм ваши работы по моим мастер-классам или отмечайте меня на фото. Я все вижу, все комментирую и очень радуюсь вашим замечательным работам. Ну а на этом всем любви, всем вдохновения. До встречи в новых мастер-классах. Пока!